Он здесь, и никто не знает, чем это обернется. Каждое движение под наблюдением. Каждая ошибка может стоить жизни. Выбор сделан, но последствия только начинаются. Никто не ожидал, что человек осмелится войти сюда, но он уже здесь. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Контакт, который невозможно было отменить, изменил все в жизни Алексея Романовича. Человечество всегда считало себя выжившим видом, слабым и непримечательным, неспособным диктовать правила. Мы пришли в космос поздно, словно незваные гости на пир, где все места давно заняты. Наши корабли были полезны, руки дешевы, а умы терпимы. Люди не диктовали условия, мы соглашались и обслуживали. Алексей знал свое место лучше всех. Он провел годы на дипломатической станции «Тарис», перемещаясь по коридорам с потолками выше человеческих храмов, стены которых украшали символы древних цивилизаций, существовавших задолго до появления Земли. Он не задавал лишних вопросов и не задерживался в залах, где обсуждались решения, недоступные для человеческих глаз. Люди здесь были низшими техническими специалистами, связистами и переводчиками. Их роль ограничивалась фоном, а Алексей научился выживать именно благодаря этому знанию. Все изменилось с получения таинственного уведомления. Оно появилось на его терминале в стандартный цикл обслуживания. Сначала он подумал, что это ошибка, такие сообщения предназначались исключительно для представителей домов, управляющих секторами галактики, чьи родословные насчитывали тысячелетия. Сообщение содержало только координаты, отметку времени и странный символ. Символ был старше станции и не использовался в официальных протоколах. Он принадлежал дому, известному своим влиянием и брачными союзами, которые изменяли границы империй. Алексей понимал, что должен удалить сообщение, как любой другой человек на его месте. Но холодное чувство неизбежности заставило его двигаться к залу. По мере того, как он приближался, станция становилась все тише, сенсоры отключались, системы наблюдения слепли. Пространство словно пыталось не замечать его присутствия. Это было опасно и неправильно, но путь назад исчез. Зал оказался огромным, холодным, освещенным мягким чуждым светом без видимого источника. В центре стояла фигура, которую невозможно было спутать ни с одной известной расой. Инопланетянка по имени Лира Вальдрис принадлежала к виду, известному своей красотой и жестокими традициями. Она не двигалась, но пространство вокруг нее ощущалось напряженным, словно перед разрядом. Она не была ни гостем, ни просителем, а она была носителем воли рода. Алексей понял, что его выбрали не за силу или особенность, а за то, что он человек. Его имя уже внесли в архивы дома, и его генетический код проверяли до рождения. Появление на станции не было случайным. Люди обладали свойством, которое невозможно было искусственно воспроизвести, способностью связывать, стабилизировать и выживать там, где другие ломались. Лира смотрела на него не как на равного и не как на добычу. Ее взгляд был оценочным и внимательным, почти личным. В нем не было презрения, а был расчет и решение, принятые задолго до встречи. Галактика еще не знала, что баланс начал смещаться. Совет не получал сигналов тревоги, а человечество все еще считалось мелкой расой, не представляющей угрозы. Но именно здесь, в этом зале, Алексей перестал быть просто человеком, он стал точкой начала нового союза. С этого момента станция казалась прежней только внешне. Коридоры оставались теми же, системы работали штатно, смены шли по расписанию. Но для Алексея реальность изменилась. Он начал замечать то, что раньше проходило мимо внимания: задержанные взгляды представителей старших рас, внезапные сбои в доступе к данным, исчезающие фрагменты архивов. Его имя больше не произносилось вслух, а оно стало меткой. Дом, которому принадлежала Лира, существовал поверх законов, договоров и войн. Их власть держалась не на флотах, а на связях,
а главным инструментом всегда был союз крови и брак, закрепленный поколениями. Люди никогда не были частью подобных схем: слишком короткая жизнь, нестабильная психика, простая биология. Алексей получил доступ к архиву, который не должен был открываться человеку. Он понял, что Лира не выбирала его. За нее сделали выбор задолго до ее рождения. Ее род нуждался в внешнем стабилизаторе, не военном союзнике, не экономическом партнере, а именно в человеке с присущей его виду адаптивностью. Человеческая способность к восстановлению после поражений, прощению ошибок и быстрому освоению новых сред была уникальной. Для старших рас это было одновременно пугающе и притягательно. Их нельзя было смоделировать или выращивать искусственно. Их можно было только впустить и наблюдать. Алексей был выбран потому, что люди могли стать связующим элементом между несовместимыми системами, ключом, который нельзя заменить. И именно поэтому на него начали обращать внимание слишком многие дома. Появились завуалированные предложения, улучшенные условия для человечества в ранее холодных секторах. Это было инвестирование, а не доброта. Лира знала об этом и действовала тихо. Пространство вокруг Алексея стало плотнее и безопаснее. Его перемещения ограничили не запретами, а заботой. Он осознал, насколько опасно само его существование. Быть оружием страшно. Быть оружием, которое не понимает, как им пользуются, смертельно. Он начал изучать чужие культуры и собственную. Для старших рас это было непостижимо. Люди не стремились к доминированию, но меняли правила, оставаясь собой. Это нарушало тысячелетний баланс, который старшие расы считали неизменным. Союз начал формировать новые правила, и Алексей оказался в центре. Каждое движение человека теперь наблюдается. Его выбор имеет значение для всей галактики. После той первой встречи жизнь Алексея никогда не была прежней. Пространство станции Тарис оставалось знакомым, но он ощущал каждый коридор иначе. Сенсоры, системы наблюдения, даже обычные двери реагировали на его присутствие необычным образом. Он начал понимать, что Лира не просто представитель рода, ее существование влияло на реальность вокруг. Дни проходили в наблюдении и тонких маневрах. Алексей учился читать движения старших рас, предугадывать их действия и их попытки влиять на союз. Каждое вмешательство других домов, каждая попытка изменить обстоятельства воспринималась им как тест. Не на силу, не на выносливость, а на способность выживать и принимать решения, когда ставки превышают личную жизнь. Лира Вальдрис была рядом, но не как покровитель или диктатор. Она действовала согласно своим обязанностям, но ее решения учитывали Алексея как партнера, как элемент, способный влиять на ход событий. Их отношения не были романтическими в обычном смысле, но существовало глубокое, неформальное признание взаимной ответственности. Каждый шаг Алексея стабилизировал Лиру, а ее действия давали ему пространство для маневра. Галактика начала реагировать на союз тонко, но ощутимо. Через закрытые каналы начали распространяться слухи, информационные атаки, фрагменты сообщений, ставящие под сомнение легитимность брака. Человека называли аномалией, рискованным экспериментом. Но чем сильнее шла кампания давления, тем очевиднее становилось, что устранить его невозможно без прямого конфликта с домом Вальдрис. Алексей начал понимать масштаб влияния. Его мысли, привычки и решения стали важны для стратегических расчетов дома. Там, где раньше учитывались только долгие циклы и холодная выгода, теперь появлялась интуиция и мгновенные решения. Его способность прогнозировать последствия действий других рас, оценивать нестабильность и находить баланс – это было то, что не могли смоделировать даже самые опытные дипломаты. Дом Вальдрис начал менять свои древние практики. Ритуалы, которые ранее считались обязательными, утратили смысл. Влияние человека показало им новые возможности. Они поняли, что союз с человеком – это не просто стабилизатор, а инструмент предвидения. А Алексей ощущал всю тяжесть ответственности. Каждый его шаг мог повлиять на положение человечества, на доступ к ресурсам, на статус человеческих колоний в секторах галактики. Его существование перестало быть фоновым.
Вокруг него строились стратегии, направленные на контроль, интеграцию и использование уникальных человеческих качеств. Человека больше не воспринимали как временное явление, он стал фактором, который нельзя игнорировать. Алексей понял, что теперь его выбор формирует не только судьбу самого человека, но и будущее целой расы. Взаимодействие с Лерой усложнялось. Каждый ее шаг был выверен, но с учетом того, что Алексей не инструмент, а партнер. Она начала принимать решения быстрее, рассчитывать на его инициативу и адаптироваться к неожиданным последствиям. В их взаимодействии родился новый тип связи не подчинения, не слияния, а равновесия. Союз больше не был символическим, он стал функциональным и стратегическим. Галактика постепенно начинала ощущать этот сдвиг. Старшие дома пытались предугадать последствия Союза. Некоторые предлагали устранить Алексея, другие – изолировать человечество, третьи – ускорить формализацию брака, чтобы поставить галактику перед фактом. Но все эти сценарии оказывались слишком рискованными. Любое вмешательство могло нарушить баланс, который Союз уже создавал. Алексей действовал по своей интуиции. Он не пытался доминировать и не подчинялся напрямую чужим силам. Он учился балансировать, управлять ситуацией через наблюдение, выбор и тонкие маневры. Его решения опережали предсказания старших рас, и это делало его непредсказуемым элементом. Союз стал уникальным, стабилизатором и источником информации одновременно. Со временем Алиса и Алексей начали ощущать последствия своей взаимной ответственности в более широких масштабах. Каждый шаг человека становился значимым для всех человеческих колоний, а действия Лиры начинали трансформировать внутренние структуры дома. Вместе они создавали новую систему взаимодействия, гибкую, но устойчивую, способную противостоять любым попыткам разрушения. Человечество впервые перестало быть переменной, которую можно игнорировать. Люди начали участвовать в переговорах как посредники, а не как низшие члены. Их приглашали в сектора, где раньше их не ждали. Они не просили, они действовали. Их присутствие удерживало хрупкие конструкции от распада. Люди научились использовать свою ограниченную биологию как преимущество. Их быстрая адаптация, способность принимать решения в условиях неопределенности, умение восстанавливаться после поражений – все это делало их уникальными. Дом Вальдрис укрепил позиции, но не стал доминировать. Союз функционировал как новый тип связи, который нельзя было смоделировать традиционными методами. Старшие дома пытались копировать этот подход, но им это не удавалось. Дело было не в ритуалах и генетике, а в человеке и его способности сохранять баланс между риском и ответственностью. Внутри станции Алексей ощущал эту новую реальность каждый день. Пространство, сенсоры, системы реагировали на него и Лиру иначе. Он перестал быть просто наблюдателем, его действия и решения влияли на стратегические исходы дома и всей галактики. Союз начал формировать новую эпоху, в которой человечество перестало быть слабым. Каждый шаг Алексея, каждый анализ ситуации и принятие решения становились частью новой структуры. Галерея старших домов наблюдала за происходящим осторожно, понимая, что сопротивление Союзу окажется дороже согласия. Союз с человеком был реализован не через публичные ритуалы, а через стратегические действия, которые невозможно было отменить. Алексей Романович и Лира Вальдрис постепенно становились новым стандартом взаимодействия. Их отношения, основанные на взаимном признании и доверии, создавали уникальный баланс, который никто не мог сломать. Это был союз, который показывал, человечество больше не фон, а активная сила, влияющая на галактическую политику и будущее всего вида. Он не просто человек. Он стал элементом, который никто не может игнорировать. С каждым днем на станции Тарис напряжение вокруг Алексея и Лиры становилось все ощутимее. Союз, который еще не был публично объявлен, уже изменял баланс сил в галактике. Старшие дома фиксировали, что человечество перестало быть фоном, люди начали влиять на события, прогнозировать действия других рас, и их решения стали фактором, который никто не мог игнорировать. Алексей постепенно осознавал масштаб своей роли. Он больше не был простым наблюдателем,
Его действия влияли на безопасность человеческих колоний, доступ к ресурсам, на стратегические союзы и даже на то, как воспринимают человечество другие виды. Каждое его решение могло стать катализатором либо стабильности, либо хаоса. Он понимал это и принимал ответственность без страха, но с осторожностью, которая вырабатывалась годами выживания. Лира Вальдрис начала реагировать иначе. Она перестала следовать строго протоколу и начала учитывать человеческий фактор не как слабость, а как преимущество. Она действовала быстрее, точнее, принимая решения с расчетом на совместную работу с Алексеем. Между ними возник новый тип связи не подчинения, не симбиоз, а партнерство, основанное на доверии и взаимной стратегии. Галактика реагировала на союз осторожно. Через закрытые каналы начали распространяться слухи и информационные кампании, ставившие под сомнение легитимность брака. Другие дома предлагали устранять Алексея, изолировать человечество или ускорить официальное оформление союза. Но все эти попытки оказались слишком рискованными. Любая ошибка могла разрушить баланс, который уже создавали Алексей и Лира. Алексей начал предугадывать последствия событий раньше, чем они происходили. Его мышление не опиралось на тысячелетние циклы старших рас, а на человеческую интуицию, опыт выживания и способность принимать решения в условиях неопределенности. Его способность прогнозировать, реагировать и сохранять спокойствие под давлением делала его уникальным фактором в стратегической игре галактики. Лира наблюдала за действиями старших домов хладнокровно, как она была воспитана. Но Алексей менял динамику. Он не стремился доминировать, он искал баланс, вмешиваясь там, где конфликт можно было погасить, игнорируя угрозы, рассчитанные на запугивание. Его решения стали формировать новую реальность. Союз перестал быть символическим и стал стратегическим. Внутри дома Вальдрис начались изменения. Древние ритуалы больше не имели смысла, теперь учитывались возможности человека. Его присутствие стабилизировало Лиру, позволяло ей действовать эффективнее и точнее. Их союз стал инструментом прогнозирования и влияния, уникальным для галактики. Человеческие делегации начали появляться в секторах, где раньше их игнорировали. Они больше не просили, а действовали как посредники. Их присутствие удерживало хрупкие конструкции от распада. Люди использовали свои способности к быстрой адаптации и восстановлению после поражений как преимущество, становясь связующим элементом между несовместимыми системами. Алексей понимал, что его роль теперь выходит за пределы индивидуального выбора. Он стал частью конструкции, которая влияла на галактическую политику. Любое его действие, даже незначительное, могло изменить исход стратегических решений, распределение ресурсов и взаимодействие между домами. Союз начал проявлять себя через тонкие, почти незаметные изменения, задержки в протоколах, изменения контрактов, нестабильность транспортных коридоров. Все выглядело как случайные события, но Алексей понял, что это проверка. Старшие дома пытались оценить, насколько человеческая гибкость и способность к адаптации могут повлиять на сложившуюся систему. Лира, как всегда, оставалась рядом, наблюдая и корректируя реакции. Но она уже не действовала как носитель воли рода, она учитывала уникальные качества человека как стратегическое преимущество. Союз перестал быть угрозой для одного дома, он стал силой, которую невозможно игнорировать. Алексей начал анализировать культурные и социальные особенности других рас, чтобы предугадывать их действия и минимизировать риски. Он понимал, что его присутствие формирует новый тип дипломатии, не основанный на силе или угрозе, а на способности удерживать хрупкие конструкции от разрушения. Галактика постепенно адаптировалась к новому состоянию. Старшие дома начали понимать, что человечество – это фактор нестабильности и одновременно стабилизатор. Любое вмешательство в союз могло разрушить баланс, а их наблюдения показывали, что Алексей и Лира действуют как единый механизм, непредсказуемый и гибкий. Каждое действие Алексея влияло на стратегические расчеты. Он перестал быть объектом манипуляций и стал активным игроком, который формировал исход событий. Его интуиция, способность действовать быстро и мыслить нестандартно сделали его уникальным ресурсом. Союз с Лерой стал примером новой модели взаимодействия, где человеческая адаптивность и гибкость были ключевыми преимуществами.
Инопланетные дома наблюдали за Союзом осторожно. Некоторые пытались повторить его структуру, но им это не удавалось. Дело было не в ритуалах или генетике, а в человеке и его способности действовать в условиях неопределенности, оценивать риски и сохранять баланс. Алексей постепенно понял, что Союз формирует новую эру. Его действия и решения создавали новые правила для всей галактики. Люди больше не считались слабыми. Их начали уважать с осторожностью, но без паники. Союз не был оружием, он стал примером, прецедентом, который невозможно стереть. Галактика начала адаптироваться к новому типу силы, силе человеческой непредсказуемости и выживания. Люди больше не были временным явлением. Они стали фактором, который меняет стратегический баланс. Алексей и Лира продолжали действовать, укрепляя Союз, который уже стал частью галактической истории, невидимой, но мощной. И именно в этом моменте Алексей осознал, что человечество перестало быть слабым видом. Их начали учитывать, к ним начали прислушиваться, и это было только начало новой эпохи. Союз, который они создали, стал точкой невозврата. Галактика медленно адаптировалась, а Алексей и Лира, их действия и решения формировали будущее, которое невозможно было предсказать. Союз между ними больше не символ, он стал фактом. И галактика начинает меняться. С течением времени союз Алексея и Лиры начал проявлять себя в более сложных формах. Их присутствие меняло то, как старшие дома взаимодействовали друг с другом и с человеческими колониями. Каждое действие человека теперь рассматривалось как потенциальный катализатор стратегических изменений, и это осознание давало Алексею чувство ответственности, которое он никогда не испытывал ранее. Галактика постепенно начала адаптироваться к новым правилам. Старшие дома пытались оценить масштаб влияния человека. Информационные атаки, попытки замедлить коммуникации и создание бюрократических препятствий не могли нарушить союз. Алексей и Лира действовали слаженно, каждый их шаг выверялся с учетом реакции противников, и союз становился все более устойчивым. Лира изменилась под влиянием Алексея. Она больше не действовала исключительно как представитель дома, она стала учитывать человеческий фактор как источник силы. Ее решения стали гибкими, быстрыми, точными. Союз перестал быть просто символическим, он превратился в инструмент стабилизации и стратегического влияния. Человеческие делегации стали чаще появляться в секторах, где их ранее игнорировали. Теперь они действовали не как просители, а как посредники и стабилизаторы. Их присутствие удерживало сложные конструкции от распада. Адаптивность человека, способность принимать решения в условиях неполной информации и быстро восстанавливаться после поражений сделали их уникальными в галактическом масштабе. Алексей постепенно осознавал, что его роль больше не ограничивается личной судьбой. Каждое его действие влияло на стратегические решения домов, распределение ресурсов и динамику альянсов. Его способность предугадывать последствия событий позволяла союзникам действовать уверенно, а противникам опасаться непредсказуемого фактора. Галактика начала реагировать осторожно, но ощутимо. Старшие дома фиксировали изменения в поведении человеческих делегаций, их влияние на стабильность регионов и способность удерживать хрупкие структуры. Любая попытка вмешательства могла привести к непредсказуемым последствиям, поэтому наблюдение за Союзом стало важным элементом стратегической работы. Алексей развивал свои навыки не только в стратегии, но и в дипломатии. Он учился предугадывать психологические реакции представителей других рас, понимать мотивы и слабости и использовать это для стабилизации союзов. Его действия становились частью более широкой системы, которая поддерживала баланс и предотвращала хаос. Лира наблюдала за происходящим с точной оценкой ситуации. Она учитывала человеческие качества Алексея и использовала их для принятия быстрых и эффективных решений. Их союз развивался в новый тип взаимодействия равновесия, в котором каждый элемент был важен и незаменим. Старшие дома начали понимать, что союз стал фактором, который невозможно игнорировать или контролировать стандартными методами. Человеческая адаптивность и способность действовать в условиях неопределенности продолжали поражать наблюдателей. Алексей не стремился к власти, не пытался доминировать.
Он балансировал между интересами разных домов, минимизировал конфликты и создавал пространство для конструктивного взаимодействия. Его решения, хоть и осторожные, имели стратегическое значение, и Союз превратился в механизм стабилизации галактики. Со временем люди начали воспринимать Союз иначе. Они стали активными участниками переговоров, их мнение учитывалось, а решения людей влияли на исход событий. Старшие дома начали пересматривать свои подходы, осознавая, что человечество стало уникальным фактором, который нельзя игнорировать. Алексей и Лира начали формировать новые правила взаимодействия. Их действия показывали, что устойчивость и гибкость важнее прямой силы. Союз превратился в пример для других домов. Эффективность теперь зависела не только от технологий или армии, но и от способности принимать быстрые решения и адаптироваться к изменениям. Внутри дома Вальдрис начались внутренние реформы. Древние традиции, которые раньше считались обязательными, стали адаптироваться под новые реалии. Союз с человеком показал им возможности, о которых они раньше даже не подозревали. Алексей стал не только участником событий, но и инструментом стратегического прогнозирования, способным предугадывать последствия действий домов и корректировать их в реальном времени. Галактика начала понимать, что присутствие человека изменяет баланс сил. Люди больше не считались слабым видом. Их начали уважать, учитывать и опасаться, но без паники. Союз стал примером нового типа силы, основанной на адаптивности, гибкости и способности действовать в условиях неопределенности. Алексей и Лира действовали согласованно, создавая новую систему взаимодействия. Их союз был невидимым, но мощным, способным удерживать хрупкие конструкции и предотвращать хаос. Старшие дома наблюдали, понимая, что любые попытки вмешательства могут привести к непредсказуемым последствиям. С каждым днем их союз становился все более функциональным. Алексей больше не был просто наблюдателем, он стал активным игроком, влияющим на исход событий, на распределение ресурсов и стратегические решения домов. Лира учитывала его действия, их совместные решения создавали уникальное равновесие, которое невозможно было смоделировать традиционными методами. Человечество впервые почувствовало себя частью галактической системы, способной влиять на события. Союз стал новым стандартом, примером того, как адаптивность и гибкость могут быть эффективнее силы. Алексей и Лира продолжали действовать, укрепляя уникальное взаимодействие, которое изменяло галактическую политику, но оставалось невидимым для большинства. Именно в этот период Алексей осознал, что человечество перестало быть фоном. Людей начали учитывать, их решения начали иметь значение, и это был только первый этап новой эпохи. Союз стал точкой невозврата, демонстрирующей, что сила может проявляться не только через угрозу и военную мощь, но и через способность адаптироваться, предугадывать последствия и действовать стратегически. Человек больше не просто наблюдатель. Он стал новым центром равновесия. С момента формирования союза Алексея и Лиры прошло несколько галактических циклов. Их влияние стало очевидным, люди перестали быть временным явлением, а союз превратился в стратегическую константу, которую нельзя было отменить. Старшие дома наблюдали осторожно, пытаясь понять, как управлять новой реальностью, но вскоре поняли, что стандартные методы контроля не работают. Алексей постепенно полностью осознал масштаб своей роли. Он не был лидером или символом превосходства, он был человеком, который умел сохранять баланс и влиять на события, используя уникальные качества человечества – гибкость, способность адаптироваться и выживать в условиях давления, предвидеть последствия и действовать стратегически. Каждое его действие влияло на распределение ресурсов, позиции домов и стабильность галактических альянсов. Лира стала не просто носителем воли своего дома, но и активным партнером Алексея. Она перестала действовать строго по традиции, и ее решения стали гибкими, учитывающими человеческий фактор. Союз между ними стал функционировать как единый организм. Решения одного дополняли решения другого, создавая невидимое, но мощное влияние на все структуры, с которыми они взаимодействовали. Инопланетные дома, видя эффективность Союза, пытались копировать его структуру, но без успеха. Дело было не в ритуалах или генетике, а в уникальной способности человека действовать в условиях неопределенности,
прогнозировать последствия и поддерживать баланс в нестабильной системе. Союз стал примером новой модели власти и влияния, основанной на гибкости и адаптивности, а не на чистой силе. С течением времени человечество получало все больше уважения. Делегации стали появляться в местах, где раньше их игнорировали не как просители, а как посредники и стабилизаторы. Их влияние на события стало очевидным, они удерживали хрупкие конструкции, предотвращали конфликты и создавали пространство для стратегического взаимодействия между домами. Алексей учился предугадывать реакции представителей других рас, оценивать мотивы и использовать это для укрепления союза. Его способности к адаптации, интуиция и опыт выживания сделали его незаменимым элементом стратегической системы. Старшие дома начали учитывать человеческий фактор в своих расчетах, признавая уникальность возможностей людей. Лира, наблюдая за процессом, постепенно осознавала, что союз с человеком превратил ее дом в новую форму влияния. Их совместные действия создавали невидимые сети стабилизации, которые позволяли удерживать стратегический баланс. Она перестала быть просто носителем воли рода, теперь она была частью функционирующего механизма, где человек и инопланетянка действовали как единое целое. Галактика постепенно адаптировалась к новому состоянию. Старшие дома научились учитывать человеческий фактор, наблюдая, как союз влияет на события. Люди больше не были слабым видом, они стали фактором, который невозможно было игнорировать или предсказать полностью. Союз Алексея и Лиры стал примером того, как гибкость и способность к адаптации могут изменить баланс сил. Союз проявлялся через тонкие изменения, задержки в протоколах, корректировки контрактов, изменения транспортных маршрутов. Все это выглядело как случайные события, но на самом деле являлось результатом стратегических действий Алексея и Лиры. Их союз стал невидимой силой, стабилизирующей систему, которую невозможно было разрушить обычными методами. Человечество начало осознавать свою силу и значение. Делегации больше не ждали приглашений, их мнения учитывались, их решения влияли на исход событий. Алексей стал символом того, как человек может влиять на галактические события, оставаясь при этом собой не властелином, не символом превосходства, а адаптивным, гибким и стратегически мыслящим существом. Союз стал не просто браком или символом, а новым типом взаимодействия. Он показывал, что устойчивость, гибкость и способность действовать в условиях неопределенности могут быть более мощными инструментами, чем любые армии или технологии. Старшие дома начали пересматривать свои стратегии, понимая, что новые правила игры требуют учета человеческого фактора. Алексей и Лира действовали как единый механизм, где решения одного усиливали решения другого. Их союз стал стабилизирующей силой, которая удерживала хрупкие конструкции галактической политики. Любое вмешательство извне теперь было рискованным и могло вызвать непредсказуемые последствия. Со временем союз стал символом новой эпохи. Люди больше не воспринимались как временный или слабый вид. Их решения начали влиять на распределение ресурсов, стратегические позиции и динамику альянсов. Галактика постепенно осознавала, что присутствие человека создает новую реальность, которая невозможна к игнорированию. Алексей осознал цену выбора, который он сделал. Он понимал, что каждое действие могло иметь последствия для всего человечества. Но благодаря своей способности к адаптации, стратегическому мышлению и интуиции, он стал фактором стабильности и предсказуемости в нестабильной системе. Союз с Лерой превратился в инструмент, который позволял управлять событиями тонко, аккуратно, без разрушительных конфликтов. Лира стала активным партнером, учитывая уникальные способности Алексея. Их связь перестала быть символической, а она стала функциональной. Они действовали как единый организм, влияющий на события и создающий новый тип дипломатии. Старшие дома начали понимать, что их обычные методы давления и контроля больше не работают. Галактика постепенно менялась. Старшие дома адаптировались к новым реалиям, учитывая влияние человека и уникальные качества людей. Союз стал примером новой формы силы, основанной не на угрозе, а на способности адаптироваться и стабилизировать хрупкие конструкции. И в этот момент Алексей осознал, что человечество перестало быть фоном.
Их начали учитывать, уважать и опасаться осторожно, без паники. Союз стал точкой невозврата, демонстрирующей, что сила может проявляться через гибкость, адаптивность и стратегическое мышление. С этого момента новая эпоха началась. Люди перестали быть слабым видом, галактика признала их значимость, а союз Алексея и Лиры стал примером того, как один человек способен изменить баланс сил, выжить и укрепить систему, которая казалась неподвижной на протяжении тысячелетий. Конец одной истории, начало новой эры.